битва за свободу происходит в области идей, а не в области принуждения. Во-первых, государство не всемогущее. Вас обманули, заставив так думать. Тема 10, сессия 9. В ранние дни Америки, когда кто-то решал, что слишком много людей управляют его жизнью, он брал семью, имущество, грузил на фургон и ехал за 100 миль на границу. Там не было слишком много людей, говорившим ему, что делать. Он не чувствовал себя таким принужденным, и с его естественным стимулом к производству он производил и преуспевал. Другие тоже вдали от принуждения строили свой дом и производили больше собственности. А с собственностью всегда приходит что? Те, кто хочет ее контролировать. И сын того парня говорил: здесь слишком много народу, я по горло сыт. Он грузил свое имущество и ехал еще 200 миль. Но есть конец возможности переезда туда, где меньше правителей и меньше государств. Конец в США называется Тихий океан. Дальше некуда. Бежать более стало некуда, и настала пора задуматься о том, как получить свободу в местах, куда уже набежали бюрократы. Пришло время обсудить стратегию, которая приведет к достижению свободы и ее сохранению. Название этой стратегии – идеологическая программа. Я знаю, что многие из вас не любят слово идеология, но идеология означает просто наука об идеях. Слово происходит от греческого слова идео, что означает идея, логос, слово или дискурс, то есть обмен мнениями, изучение, распознавание истины. Вот идеология связана с дискурсом идей. Еще раз, дискурс – это обмен мнениями для изучения явления. Политическая программа использует принуждение для достижения целей государства. В политическом государстве воля политика навязывается всем остальным. Это может быть один политик, может быть группа. Это не существует в идеологической программе. Битва за свободу происходит в области идей, а не в области принуждения. Идеологическая программа не предлагает никакого принуждения ни в какой форме. Это не означает немного принуждения, это означает нет принуждения вообще. Мы с абсолютами дело имеем, господа. Уверен, что кто-то из вас подумал, это слабое оружие для применения против всемогущего государства. Во-первых, государство не всемогущее. Вас обманули, заставив так думать. Во-вторых, это не слабое оружие. Это самое мощное оружие, которое мы с вами можем применить. Если ваша цель добраться с Земли на Луну, а средством является конная повозка, насколько необходимо будет увеличить технологию конной повозки, чтобы доставить вас с Земли на Луну? Если мы улучшим разведение лошадей, и они будут становиться все быстрее и быстрее, достигнем? Нет, наверное. Да можем улучшить аэродинамику конной повозки, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Поможет ли что-нибудь из вышесказанного добраться до Луны? Какова вероятность, что с такими улучшениями вы когда-нибудь достигнете скорости вылета из атмосферы Земли? Необходимо средство, совместимое с целью. И строить его будем на принципе, который Коламбус назвал принцип Джордано Бруно. Я думаю, что вы все слышали о итальянском философе Джордано Бруно. Бруно жил 4+ века назад. Чтобы дать вам представление о том, как думали в те времена, в течение тысяч лет власти говорили людям: Вселенная существует по одной причине – дать человеку место жизни. Это преподавалось тысячи лет. Сами подумайте, если человек – единственная причина существования всей Вселенной и всего творения, где мы должны поместить человека относительно остальной Вселенной? Понятно где, в центре, правильно? В то время те, кто занимал авторитетные позиции, делали такие заявления: Земля неподвижна,
Земля – центр Вселенной, все небесные тела вращаются вокруг Земли. Ну вот один псих с точки зрения населения всей планеты, Джордано Бруно, нагло заявил, что не только человек не является центром Вселенной, но у Вселенной вообще нет центра. Вселенная, сказал он, бесконечна. Существует бесконечное количество звезд, бесконечное количество миров. Более того, Бруно утверждал, что то, что мы называем Солнцем, это просто звезда. Вот видите, вот точки света вон там, наверху, да? Наше Солнце – это одна из них, такая же. Вот единственное различие в том, что они далеко, а наша звезда к нам близко, поэтому кажется большой. И еще этот еретик сказал, что звезды движутся по Вселенной с огромной скоростью. Фактически он написал даже книгу о бесконечной Вселенной и мирах. На суде над Бруно шаманы того времени сказали: мы настоящим приговариваем и объявляем тебя, Джордано Бруно, упорным еретиком. Не просто еретиком, а упорным еретиком. Мы приказываем, чтобы ты был наказан. Доказательство в те времена за это было только одно. Да? Мы осуждаем и запрещаем все твои книги и сочинения. Мы постановили, что все они, которые попали или в будущем попадут в руки инквизиции, должны будут публично уничтожены и сожжены. Ну, кстати, в истории довольно часто потом сжигали книги. Приговор был вынесен 8 февраля 1600 года. Этот процесс, кстати, проходил после того, как Бруно провел в темнице, в одиночестве, в заключении, без чтения, без возможности писать, около 7 лет. По окончании суда Бруно, извиняюсь, обращается к своим обвинителям и говорит: возможно, вы, кто произносит мне приговор, боитесь больше, чем я, кто его получил. Вот интересный вопрос. Если Бруно узник, почему те, кто его поработил, могут бояться Бруно? А они боялись. Одна из причин в том, что они не были уверены в правильности своих собственных взглядов. А что, если Бруно окажется прав? И вот 17 февраля 1600 года один из самых блестящих философов и интеллектуальных гигантов всех времен был протащен по Кампо-де-Фьори в Риме. Он был привязан к столбу и сожжен заживо за то, что он высказал мнение, что Земля не является центром Вселенной. Я извиняюсь перед всеми вами, теми, кто считал до сегодняшнего дня, что Земля – центр Вселенной. А на сегодня закончим. Вы напишите, что будет с учеными в США или Европе, которые выйдут с заявлением, что мировое изменение климата не имеет никакого отношения к деятельности человека, и что чем больше углекислого газа в атмосфере, тем природе лучше. Подумайте и напишите. До следующей встречи.